Кто не мечтает оставаться молодым и привлекательным как можно дольше? Но всегда ли скальпель – это то волшебное средство, которое вернет былую красоту? Даже самые дорогие операции не гарантируют стопроцентный результат. Доказательство – это известные люди, потратившие на поход к хирургу кучу денег и получившие взамен перекроенное до неузнаваемости лицо. Что лучше – стареть естественно или жить от операции к операции и все меньше походить на себя прежнего? Ким Бейсингер. На лице Ким по-прежнему не морщинки. И она все еще снимается в эротических фильмах. Правда, в картине «На 50 оттенков темнее» уже было заметно, что актрисе тяжело управляться с мимикой из-за перетянутого лица. Первую пластику Ким сделала еще в молодости. Актриса поправила нос и изменила форму губ. И только выиграла. Утонченная блондинка сразу получила свои лучшие роли и прославилась благодаря картинам «9,5 недель» и «Секреты Лос-Анджелеса». Затем она не раз ложилась под нож, но уже не так удачно, ее лицо менялось все сильнее. Эльза Паттон. Это не персонаж фильма ужасов, это очередная богатенькая американка, решившая, что лучше стать монстром, чем покрыться морщинами. 76-летняя Эльза Паттон, участница американского реалити-шоу «Домохозяйки Майами», светская львица и любимейший персонаж американских таблоидов благодаря участию в популярном телешоу. Эльза постоянно появляется на вечеринках и красных дорожках. Глядя на нее, становится очевидно, что в пластической хирургии главное вовремя остановиться. Анастасия Покрищук, украинская модель и блогер, стала одной из самых известных личностей в мире пластической хирургии, благодаря своим радикальным изменениям внешности. Начав с небольших косметических процедур еще в 20 лет, она со временем стала известна благодаря своим необычным и ярко выраженным чертам лица, которые сделали ее объектом восхищения и обсуждения. Одним из самых заметных аспектов ее трансформации стали ее щеки, которые Анастасия наполнила филлерами до таких размеров, что они стали доминировать в ее лице. Это изменение было настолько экстремальным, что ее лицо получило прозвище «пластиковое». Вдобавок она увеличила губы и придала четкие контуры подбородку и челюсти, создавая необычный, но ярко выраженный стиль. Анастасия открыто признает, что эти изменения стали для нее способом почувствовать себя более уверенной и привлекательной. Прежде она описывала себя как «серую мышку», но теперь, по ее словам, она ощущает себя уникальной и гораздо более яркой личностью. Покрищук активно делится своим опытом в социальных сетях, не скрывая ни своих процедур, ни восприятия их результата. Ее уверенность в своих внешних преобразованиях вдохновляет многих поклонников, но также вызывает широкий интерес и обсуждение среди тех, кто ставит под сомнение такую степень вмешательства в естественные черты лица. Игорь и Гришка Богдановы – две неотделимые фигуры французского шоу-бизнеса, которых невозможно было не заметить благодаря их эксцентричной внешности. Братья стали знаменитостями в 1970-е годы, когда начали сниматься в телевизионных программах и фильмах. С самого начала их привлекательность заключалась в ярких и выразительных чертах лица, таких как высокие скулы и четко очерченный подбородок. Однако с течением времени их внешность претерпела кардинальные изменения. Вместо того, чтобы признать свои пластические операции, братья настаивали на том, что изменения произошли в результате участия в специальных научных экспериментах, направленных на преобразование человеческого облика с помощью новейших технологий. Хотя их заявления многими воспринимались с недоверием, трудно не заметить очевидные признаки вмешательства косметологов. Особенно сильно изменились их скулы, которые с годами стали невероятно округлыми и утратили привычную гармонию. На пике их трансформации, около 2009 года, их внешность стала настолько необычной, что люди начали называть их инопланетянами.
Даже на таких громких мероприятиях, как Каннский кинофестиваль, их облик вызывал настоящие обсуждения среди зрителей и критиков. При этом сами братья всегда относились к своей внешности с легким юмором и даже с гордостью заявляли, что их новое лицо – это результат стремления к уникальности, а не простое следование моде. Микаэла Романи, 48-летняя итальянка, светская львица и одна из самых известных жертв пластики на планете. Микаэла – яркий пример того, как не нужно усовершенствовать свою внешность и вообще лучше оторвать своему хирургу руки. Итальянка ложилась под нож бесчетное количество раз, но после каждой операции результат нравился ей все меньше и меньше. И Микаэла снова шла в клинику, чтобы исправить ошибки прошлых вмешательств. В итоге этот порочный круг изуродовал ее окончательно. Донателло Версачи. Метаморфозы и влияние на мир моды Донателло Версачи – одна из самых узнаваемых фигур в мире высокой моды, чья внешность и стиль на протяжении десятилетий остаются предметом обсуждений. После трагической гибели своего брата Джанни Версачи в 1997 году она взяла на себя руководство модным домом Версачи и сумела не только сохранить его наследие, но и придать бренду новую энергию и смелость. С годами внешний облик Донателлы претерпел значительные изменения. В начале своей карьеры она воплощала элегантность с характерными чертами классической итальянской красоты. Однако позже ее образ стал более драматичным. Губы приобрели дополнительный объем, скулы стали более выразительными, а кожа необычайно гладкой. Эксперты предполагают, что такие изменения могли быть результатом пластических операций и косметических процедур, включая филлеры и подтяжку лица. Но внешний облик не единственное, чем знаменита Донателла. Ее вклад в моду невозможно переоценить. Именно она стояла за созданием культовых образов, таких как знаменитое зеленое платье Дженнифер Лопес, которое в 2000 году стало сенсацией на Грэмми и даже привело к появлению Google Images. Ее смелые дизайнерские решения, любовь к роскоши и провокации сделали бренд Versace символом гламура и дерзости. Несмотря на критику, связанную с ее трансформацией, Донателла остается мощной фигурой в индустрии. Она не только руководит модным домом, но и является символом женской силы, независимости и бескомпромиссного стиля. Ее влияние простирается далеко за пределы подиумов, она вдохновляет целые поколения дизайнеров, моделей и модных энтузиастов. История Кэрол Бран – яркое напоминание о том, как стремление к молодости может обернуться настоящей трагедией. В 2009 году она решилась на, казалось бы, безобидную процедуру омоложения, инъекцию филлеров, чтобы вернуть коже лица упругость. Однако врачебная ошибка стоила ей не только красоты, но и здоровья. В результате неправильного введения двух разных типов филлеров, один из которых содержал силикон, ее лицо стало стремительно меняться. Спустя несколько месяцев лоб женщины настолько раздуло, что он буквально навис над глазами, мешая ей видеть. Кожа на лице деформировалась, появились неровности и бугры, а отражение в зеркале стало для нее страшным испытанием. Женщина пыталась скрыть последствия неудачной процедуры, используя специальные ленты, подтягивающие кожу, но это было лишь временное решение. В течение нескольких лет она избегала появления на публике, стесняясь своего внешнего вида. Однако вместо того, чтобы сдаться, Кэрол решила бороться. Она нашла хирургов, которые согласились провести сложнейшую 17-часовую операцию, направленную на удаление поврежденных тканей и восстановление лица. Несмотря на все усилия врачей, она полностью потеряла зрение на один глаз. Но Кэрол Бран не стала жертвой, она превратилась в активного защитника безопасных косметических процедур. Сегодня она проводит лекции, участвует в социальных кампаниях и рассказывает свою историю, чтобы уберечь других от подобных ошибок. Ее случай стал одним из самых громких в сфере пластической хирургии и показал, насколько важно тщательно подходить к выбору специалистов и методов омоложения.
История Джоселин Вильденштейн – один из самых обсуждаемых случаев радикальной пластической трансформации. Эта женщина, родом из Швейцарии, стала известна не своим богатством или деятельностью, а уникальной внешностью, измененной до неузнаваемости. Будучи женой миллиардера Алека Вильденштейна, коллекционера искусства и страстного любителя кошек, Джоселин решила удивить супруга, сделав свое лицо более кошачьим. Так началась ее многолетняя одиссея в мире пластической хирургии. Она регулярно прибегала к подтяжкам, инъекциям и другим косметическим процедурам, стремясь добиться экзотической внешности. Однако результат оказался далеко не таким, каким она его представляла. Ее лицо приобрело чрезмерно резкие, неестественные черты. После скандального развода в 1999 году, который принес ей более $2,5 миллиардов компенсации, один из самых дорогих бракоразводных процессов в истории, Джоселин продолжила меняться. Несмотря на критику и шутки в СМИ, она уверяет, что довольна своей внешностью и не сожалеет о сделанных операциях. Более того, она отрицает факт многочисленных хирургических вмешательств, утверждая, что ее лицо изменилось естественным образом. Сегодня Джоселин ведет довольно закрытый образ жизни, изредка появляясь на публике. Она продолжает удивлять мир своим отношением к красоте и доказывает, что восприятие внешности сугубо личное дело каждого. Мэг Райан – одна из самых популярных актрис 80-х-90-х годов, которая покорила зрителей благодаря ролям в таких культовых фильмах, как «Когда Гарри встретил Салли» и «Просто друзья». Ее обаятельная улыбка, естественная харизма и теплота персонажей сделали ее любимицей публики. Однако с годами внешность Мэг претерпела значительные изменения, и актриса стала активно обсуждаемой фигурой в СМИ, особенно из-за своих пластических операций. Сначала все выглядело довольно естественно. В юности Мэг была известна своей яркой, но непринужденной красотой. Однако с течением времени она решила прибегнуть к пластической хирургии, что, по мнению многих, радикально изменило ее лицо. Одним из первых и самых заметных шагов стала ринопластика, операция, которая значительно изменила форму ее носа. Вскоре после этого Мэг решила использовать инъекции ботокса и филлеры, чтобы поддерживать молодость кожи и уменьшить морщины. Однако самый крупный поворот произошел, когда актриса сделала несколько операций на губах, что привело к заметным изменениям в их форме. В результате губы Мэг стали гораздо более объемными и неестественными, что вызвало волну обсуждений и критики. Многие поклонники были шокированы и разочарованы тем, как сильно изменилась ее внешность, поскольку это уже не было похоже на ту Мэг Райан, которую все знали и любили. Актриса признавалась, что в какой-то момент она потеряла контроль над собой, желая соответствовать идеалам красоты и помолодеть. Впоследствии она выразила сожаление по поводу своих операций, заявив, что была поглощена стремлением к совершенству и не осознавала всех рисков. Тем не менее, несмотря на критику, Мэг Райан продолжает оставаться важной фигурой в киноиндустрии. Несмотря на все внешние изменения, актриса сохраняет свою харизму.